Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Ассистент Магина, переполненный ностальгией, начинает фанатеть от Лилия, пытаясь сдержать свое волнение, чтобы Магина этого не заметила. Тем временем двое потенциальных клиентов сожалеют об упущенном шансе. Акумура и Риса не знают, как поступить, а когда Риса ищет место для фотографии, ее внезапно окружает толпа. Однако Магина предлагает своему фотографу сделать снимки Рисы, но тот настолько шокирован, что едва не кричит от восторга. Магина предлагает ему возглавить группу фанатов, чтобы освободить место для фотосессии, советуя им образовать полукруг. Риса тоже кланяется в знак благодарности, вызывая бешеный поток вспышек фотоаппаратов. Риса начинает позировать, но Акумуре не удается пробиться сквозь толпу поклонников. Переполненная просьбами Риса спотыкается. Вскоре Акумура подслушивает, как одни мужчины комментируют отсутствие у нее опыта, а другие находят ее любительски привлекательной. Узнав позы из манги и аниме, Магина приходит к выводу, что Риса – ярая поклонница Лилия. Она спрашивает фотографа о его мнении, тот остается лояльным, но признает, что сходство Рисы с Лилия поразительно. Один из опытных косплей-критиков замечает, что несмотря на ее неопытность, Риса изображает Лилия настолько достоверно, что кажется, будто настоящая Лилия ожила. Когда Акумура дает фанбазе еще одну минуту, Риса вспоминает, что ее мать не одобряла ее увлечение, из-за чего она создавала костюмы втайне. Теперь же она может открыто выражать свою любовь к любимому персонажу благодаря помощи Акумуры. Акумура извиняется перед Рисой за то, что не сделал ни одного снимка, и предлагает сделать его сейчас, но когда Риса пытается позировать снова, оказывается, что из-за событий она слишком расслабилась, поэтому она просит Акумуру повторить снимок, находясь в образе. Когда мероприятие завершается и раздевалки закрываются, несколько фанатов спешат попросить у Рисы ее социальные сети, но она извиняется, говоря, что у нее их нет. Вернувшись в раздевалку, Риса делает селфи с другими девушками. Неожиданно Магина просит помочь снять ее костюм. Затем она рассказывает, что владеет целым набором масок благодаря своему косплею на животную тематику. Вскоре и другие девушки рассказывают об аналогичных проблемах с косплеем. Одна из них рассказывает о том, как надела клыки в поезде, а косплеерша Эльф делится тем, как ее младший брат пришел в ужас, обнаружив, что ее парик мокнет в ванной. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Затем женщина спрашивает у Рисы, есть ли у нее какие-нибудь проблемы с косплеем, восхищаясь ее миловидностью и отличной фигурой. Однако Риса жалуется на свой невысокий рост и на то, что ей тяжело носить свою огромную грудь, из-за чего трудно найти одежду ее размера. Другие женщины сочувствуют ее проблемам и создают группу поддержки для тех, кто обладает таким же ростом. Риса мечтает попробовать разные стили косплея, но чувствует, что проклятая выглядит хорошо только в откровенных нарядах. Когда девушки похвалили ее милый наряд, Риса призналась, что ей помог профессионал, и они спросили, что она обычно носит. Тогда она показывает им фотографию своего обычного наряда, и девушки приходят в ужас, но держат свою реакцию при себе. Перед уходом она благодарит девочек за помощь, а Магина выражает надежду увидеть ее на летнем фестивале. На станции Акумура поджидает Рису. Прибыв на место, она начинает кричать, зовя эльфийку, и к ней присоединяются обеспокоенные женщины. Акумура не может поверить в то, что видит. В конце концов, эльфийка появляется в своей обычной форме и спрашивает Акумуру, не он ли партнер Рисы. Затем она советует Рисе понизить голос, так как работает рядом. Риса нервно отдает шорты. Она призналась, что совершала ошибки, но эльфийка успокаивает ее, что все поначалу испытывают трудности. Вдохновленная Риса спрашивает о отсутствии Майури, и эльфийка с грустью объясняет, что Майури больше не посещает косплей-мероприятия. Это заставляет Акумуру задуматься, и вскоре эльфийка объясняет, что произошли события, из-за которых она постепенно перестала участвовать в косплеях. В поезде Акумура спрашивает, была ли Майури той косплеершей, о которой она говорила, и когда Риса подтверждает, Акумура задается вопросом, как ее подбодрить. Затем она рассказывает о своей цели – посетить летний фестиваль и улучшить свои косплеи. Видя это, Акумура понимает, что ему не стоит беспокоиться, отмечая, что Риса увлечена 2D-персонажами даже больше, чем он сам. После минутного молчания Риса спрашивает, будет ли он и дальше помогать ей, что застает Акумуру врасплох. Риса продолжает рассказывать о том, как колотится ее сердце, когда он рядом. Это заставляет Акумуру покраснеть еще больше, поскольку он осознает, что испытывает к ней общие чувства.
Неожиданно Риса говорит, что наконец-то поняла, что это за чувство, и называет его любовью. Однако прежде чем Окумура успевает полностью разобраться в своих эмоциях, Риса уточняет, что ей нравится, когда он является партнером по косплею, и это развеивает надежды Окумуры. Но как ни странно, он также чувствует облегчение, узнав, что не влюбился. На следующий день Микари начинает паниковать из-за почти состоявшегося свидания Рисы и Окумуры. Она думает, что это был бы идеальный шанс для Рисы сделать шаг к Окумуре, поэтому отправляется в манго-клуб, чтобы проверить их. Однако, придя туда, она застает Рису одну и только в нижнем белье. Риса объясняет, что любит Окумуру только как фотографа, что заставляет Микари недоумевать. Несмотря на это, она радуется, что у нее еще есть шанс с Окумурой. Внезапно Рису вызывают на дополнительные занятия, попросив Микари присмотреть за ее вещами, пока ее не будет. Пока она ждет, Риса бежит по коридору и натыкается на одного из учителей, который советует ей не получать порезов и синяков, которые могут испортить ее внешность. Позже Окумура возвращается в клуб и застает Микари за примеркой костюма Лилия. Микари шокирована тем, как легко Окумура возбуждается, но втайне рада, что ему нравится Лилия. Воспользовавшись моментом, она прыгает в его объятия. Микари считает, что Окумура не может устоять перед Лилия. Однако Микари находит его наивность милой, но хотела бы, чтобы он испытывал такие же чувства к ней. В этот момент возвращается Риса и видит Окумуру и Микари, держащихся за руки. Они пытаются объясниться, но Риса отталкивает Окумуру в сторону, чтобы занять его место. Но тут Риса показывает свою игривую сторону, пытаясь заглянуть под юбку Микари. Позже Окумура встречается с Агино, желая улучшить свои навыки фотографа для следующего мероприятия. Он считает за честь, что его считают мастером, но на самом деле Окумура просто не знал, кого еще попросить. Они отправляются в студию с японской тематикой. Внезапно появляется Магина в кимоно, которое настолько обтягивает ее изгибы, что Агина бросается помогать ей поправлять его. Затем Агина начинает свой мастер-класс, советуя Окумуре быть осторожнее со временем и фокусом, поскольку эти моменты не может исправить даже Photoshop. Когда фотосессия начинается, Агина и Окумура начинают фотографировать, пока Магина принимает различные позы. После этого они сравнивают свои фотографии, они продолжают тренироваться, и Магина показывает им свои лучшие ракурсы. Когда она видит фотографии Окумуры, Агина с гордостью говорит, что у него был хороший учитель, но Магина говорит, что фотографии выглядят точно так же, как у него. Магина спрашивает у Окумуры, могут ли они сделать более озорные снимки, и Окумура нерешительно соглашается, если ее это устраивает. Неожиданно Магина спрашивает, не влюблен ли Окумура в Лилия, предполагая, что это может объяснить его нерешительность, но Окумура отрицает это. Магина советует ему не держать свои чувства в себе, чтобы построить более прочные отношения с людьми. Агина также выражает свою благодарность Окумуре, объясняя, что тот возродил его страсть к косплею Лилия, и добавляя, что фотографы всегда предполагают, кто станет следующим большим косплеером. Когда Окумура просит разъяснений, он объясняет, что в настоящее время на косплей-сцене доминируют 4 женщины, известные как 4 небесные королевы косплея. Это Нагоми, Йоки, Эрика и Майури. Однако Магина упоминает, что есть не только 4 великих косплеера, но вдруг Окумура спрашивает об уходе Майури. Агина объявляет о дружеском соперничестве, отмечая, что было бы менее захватывающе, если бы Окумура оставался начинающим фотографом. Это заставляет Окумуру вспомнить тот момент с мероприятия и понять, почему люди продолжали называть его партнером Рисы. Он понимает, что они одна команда и должны дойти до финиша вместе. На следующий день собирается студенческий совет и решает понизить в должности один из клубов в пользу того, который показывает лучшие результаты. Тем временем Окумура предлагает им сфотографировать Лилия в опасности. Риса вживается в образ, и Окумура начинает снимать, вспоминая уроки Агина. Он фокусируется на ее связанных руках и вносит небольшие коррективы. Под его руководством Риса принимает идеальные позы, а когда видит фотографии, то хвалит его. Он говорит ей, что они одна команда, и если она хочет стать знаменитой в косплее, он готов приложить к этому все усилия. В этот момент появляются 2 представителя студенческого совета и просят их открыть дверь. Окумура быстро говорит Рисе спрятаться, и когда он открывает дверь, студенты сообщают ему, что его клуб понижают в статусе, так как он уже 3 года не может получить статус полноценного клуба. В результате им придется уступить свою комнату другому клубу. Президент студенческого совета снова сообщает им, что они должны освободить помещение, если не смогут сохранить свой статус клуба. После ее ухода двое теряют дар речи, столкнувшись с потенциальной потерей комнаты для занятий в клубе.
Заметив, что Акумура растерялся, Риса приводит его в чувство с сильной пощечиной. Если им придется покинуть помещение, то нужно будет перевести все эротические статуэтки и книги. Чувствуя себя побежденным, Акумура сидит в тишине, обдумывая свои дальнейшие действия. Затем встает Риса и предлагает решение. Она напоминает Акумуре, что решение еще не окончательное. Если они будут правильно выполнять свои обязанности в клубе, то, возможно, им не придется покидать свою комнату. Она также выражает надежду, что Акумура не исчезнет, если они потеряют свою комнату. Решимость Рисы подстегивает Акумуру, и он направляется в комнату студенческого совета, чтобы договориться с президентом совета. У него еще есть надежда сохранить свою комнату, но для этого им нужно найти учителя, который будет курировать деятельность их клуба. Президент совета поясняет, что они не пытаются ликвидировать клуб, а следят за соблюдением правил. Она дает Акумуре список потенциальных советников и советует ему обратиться за помощью, если потребуется. Акумура отправляется на поиски подходящего учителя, но сталкивается с трудностями, так как большинство из них заняты своими клубами. К счастью Гачи, учитель сообщает ему о новой учительнице Хани, которая, возможно, еще не ведет никаких кружков. Сцена меняется на то, как Акумура находит Хану в научной лаборатории. Он объясняет ей свою проблему, но она занята другими делами, так как сейчас середина семестра. Собираясь уходить, он замечает, что она похожа на косплеершу, о чем он нечаянно упоминает. Хана затаскивает Акумуру в кладовку. Оказывается, Хана когда-то была известной косплеершей Майури. Она угрожает Акумуре, но выслушивает его мольбы после того, как он упоминает о чем-то, что давит на него, что еще больше злит ее. Несмотря на это, она втайне восхищается их клубом, но пытается скрыть свои чувства. Эта встреча напоминает ей о предыдущей встрече с Рисой, которая показалась ей знакомой. Майури объясняет, что ушла из косплея, чтобы продолжить карьеру, и считает, что связь с эротическими книгами не подходит для учителя. Она настаивает на том, что хобби не должно мешать работе, и решила бросить косплей в случае необходимости, не ставя никого в известность. Понимая позицию Майури, Акумура решает не давить на нее дальше. Однако он пробормотал что-то о косплее, чем привлек внимание Майури. Они возвращаются в комнату манго-клуба, где Акумура застает Рису полностью одетой в свой косплей, и Майури теряет дар речи. Несмотря на то, что Риса гордится своим косплеем, Майури быстро критикует его, заметив на столе свой старый косплей. Риса объясняет, что этот косплей вдохновил ее на то, чтобы одеться как Майури, на которую она равняется и вдохновляется. Не осознавая, что разговаривает с ней, Риса хвалит своего бывшего кумира. Майури, тронутая словами Рисы, пытается сохранить спокойствие, но возвращается в лабораторию в шоке от того, какая Риса милая. В ней срабатывает режим мамочки, и она хочет отдать все свое имущество Рисе. Акумура тайком наблюдает за ее реакцией и умоляет ее пересмотреть свое решение. Майури, тронутая настойчивостью Акумуры, соглашается стать их куратором, хотя и просит косплей Рисы, когда они создают его. Вернувшись в комнату клуба, они обсуждают отчет о своей деятельности. Поначалу Акумура думает о том, чтобы самому создавать мангу, но когда к нему приходит Майури и видит приветствие Рисы, она решает забрать Рису домой. Однако, увидев самостоятельно нарисованную мангу Акумуры, она считает это нецелесообразным и предлагает читать мангу детям начальной школы. Дети не проявляют особого интереса, поскольку поглощены своими делами, и они пробуют другой подход. На следующий день они возвращаются в тот же класс, но на этот раз Риса читает им в костюме Лилия. Дети очарованы, они сидят в кругу вокруг нее, пока Акумура делает фотографии для отчета о проделанной работе. По дороге домой Риса выглядит задумчиво, и Акумура спрашивает, почему. Тем же вечером Майури звонит Ари и говорит о встрече с розоволосой девушкой, а также спрашивает о предстоящем фестивале и костюме, который она припасла. Майури просто заявляет, что отказалась от него и теперь работает учителем. В глубине души Майури все еще хочет заниматься косплеем, но стыдится того, что ее увлечение станет достоянием общественности. На следующий день Майури приходит в клубную комнату и с удивлением обнаруживает, что Акумура и Риса решили выбросить вчерашний отчет о проделанной работе. Они считают, что отчет был нечестным и не отражал их истинную страсть к косплею. Она настаивает на том, что они должны что-то предоставить, но Риса утверждает, что фальшивый отчет может спасти их комнату, но будет стоить им их честности. Это обсуждение заставляет Майури задуматься о своем собственном косплей-пути, что усиливает ее разочарование. Она подчеркивает, что не все будут воспринимать их всерьез, но Риса остается непреклонной.
Она настаивает на том, что всегда будет гордиться своими увлечениями и никогда не станет лгать о них. Майюри, тронутая решимостью Риса, решает поддержать их, но предупреждает, что простого участия в предстоящем косплей-мероприятии будет недостаточно. Они должны стать самыми популярными косплеерами, чтобы произвести впечатление на директора и студенческий совет. Тем временем в магазине манги необычная девушка, оказавшаяся королевой косплея, Ниами, скупает все торговые карточки и товары для аниме-персонажа по имени Кай. За свою любовь к двухмерным персонажам она подвергается осуждению. Акумура получает звонок от Агина о предстоящем косплей-мероприятии, где будет Ниами. Одно ее заявление привлекло внимание, и Агина предупреждает Акумуру, чтобы тот был осторожен. В студии Ниами вместе со своими помощниками готовится к фотосессии. Она поклялась отказаться от 3D-мужчин и намерена стать лучшей 2D-девушкой для Кая. В день мероприятия Акумура и Риса ошеломлены размерами площадки, но полны решимости выложиться на полную ради своего доклада. Риса, чувствуя себя обескураженной, просит Акумуру подбодрить ее. Он застенчиво говорит ей, что ее костюм Лилия самый милый в мире, и это поднимает ей настроение. Их разговор прерывает появление Магина и Агина. Они обсуждают толпу вокруг Ниами, объясняя это ее популярностью в социальных сетях. Когда девушки готовятся переодеться в свои костюмы, они сталкиваются с Ниами. Магина объясняет, что это сторонники Ниами. Нагоми узнает в Рисе Лилия с предыдущего мероприятия и говорит, что ее фотограф считает, что Лилия все еще выглядит слишком 3D. Риса нервно спрашивает, участвует ли она в сегодняшнем косплее, но обнаруживает, что даже Ниами не уверена в своем костюме. Она понимает разочарование Рисы и объясняет, что многие косплееры притворяются, что любят персонажей, которых изображают. Для нее косплей – это способ стать лучшей 2D-девушкой для Кая. Она заканчивает разговор вопросом о том, кто больше любит косплей, и предупреждает Рису не приходить раньше полудня, чтобы не затмить ее. Разочарованная Риса переживает, что расстроила ее, но не теряет желания учиться у нее. После того, как поклонники приветствуют ее, она признает Ниами вундеркиндом и чувствует себя мотивированной. Тем временем Агина и Акумура придумывают стратегию, как конкурировать с Ниами. По мере приближения мероприятия Риса смотрит на свой костюм и нервно готовится, вспоминая слова Ниами. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.